Это 12-й отрывок из повествования о тяжелых жизненных и политических событиях в одной из стран на планете. 11-й смотрите на канале. Это не должно повториться. От ветки, где она не сломается от его веса, до окна было 4 метра. Пролететь это расстояние немыслимо, не наделав шума. Если ветка обломится, да разбег хороший нужен. Но откладывать нельзя. Высота небольшая, спустился до нижней ветки, повис на ней. И вот он уже на земле. Мягко перекатился, стоя в стойке, как для нижней подщечки, замер, прислушался. Кругом стояла тишина. Только приглушенные, еле слышные звуки говорили о том, что дом еще не спит. Нужно найти лестницу, трубу, доску, что угодно, но только быстро. Осознавая, что на это он потратит, скорее всего, много времени, Алексей осматривал стены дома. По самому углу шла труба водостока. Но до нужного окна еще расстояние. Парапет. Если, прижавшись лицом к стене, на носках попробовать пройти, даже и сорвусь какие-то 4-5 метров, земля мягкая, трава от мозга всего метр. Попробую. Поднялся по трубе. Труда не составило. Крепления было надежно ввинчены в стену через метр на каждом стыке. Парапет сантиметров 30. Нормально. Алексей прижался к стене. Только бы не сорваться с края. Он почти пальцами ног цеплялся за край парапета. Что сорвешься, не страшно, высоты он не боялся. Но нежелательный полет мог сорвать все. Наделать шума. Могли подойти охранники эти двое. Проверить, не горит ли окошечко желанное в комнате девушки, готовящейся ко сну. Вот уроды. Да и девушка, как выяснилось, хороша. Правильно говорят, яд всегда в красивом флаконе, подумал про себя Алексей. Сегодня насмотрелся вдоволь, но специально, бесцельно за этим не полез бы. Окно было просто приоткрыто. Видно, хозяйка вышла ненадолго. Комната была в полумраке. Огромный шкаф-купе сбоку с зеркалами, которые он не видел в окно. Комната была разделена на две. За отодвинутой из тяжелого бордового бархата ширмой оставалась только плотная тюль с рисунком. За ней стояла шикарная кровать. С балдахина спадали кружевные занавески. Да и здесь спальня, шикарная. Достав фонарик, Алексей зажал его зубами. Вогнал в скважину ключ, который оказался на месте, и только светил тонким лучом фонарика, когда набирал шифр. Дверь сейфа легко открылась. Сейф примитивный, сигнализацией. Звонок. Но он им, видно, лень лишний раз нажимать кнопочку. Да и кто полезет? Ну да ладно, нам меньше хлопот. В сумке несколько каких-то бархатных пакетиков. Рюкзак был уложен в красивый, довольно плотный целлофановый пакет. Алексей вынул его. Тяжелый. Раздвинул лямочки. Затянутый и довольно туго. Обомлел. Никогда не держал в руках. И не видел столько денег. Сколько там? Смотреть времени точно не было. Откуда такие деньги? Может, и дипломат полон. Алексей положил пальцы на замок и легко открылся. Щелчок пробил его как выстрелом. Он замер. Верно, когда столько денег теряешь разом. Спокойно, парень, спокойно. И замок почему-то открылся. Не на шифре. Ладно, потом разберемся. Проверим сначала. Закрыв замок, дипломата подошел к шкафу. Отодвинул зеркальную дверь. Пахнуло обворожительным ароматом чистого женского белья. В духах он не разбирался, но от таких голова пошла кругом. Нижний отдел размером почти с его рост был завешен платьями, кофточками. Здесь же висели кожаные пиджачки и еще много женской всякой всячины. Неплохо, но это не то. Нужно было срочно найти сумку. Вещи заносят и уносят. В любом случае, должна быть где-то объемная сумка. Он нашел ее на верхней полке, над платьями, раскрыл, уложил дипломат и все остальное. Ну все, можно уходить. Лишь бы не помешали. Желательно прежним путем. Хоть и рискованнее, хотелось побыстрее через лес до забора, а там тайга, матушка. Там его не сыщешь. Но что там, вдруг колючка намотана так, что сходу и не разберешь. И не проберешься. Или еще что напридумывали. Хоть и много обследовал за время, проведенное в районе поместья, но не все. А пока ему невероятно везло. И везло лишь потому, что ни на кого еще не нарвался. Он подошел к окну, посмотрел сквозь щель в шторах. Глаза, привыкшие к темноте, различали очертания деревьев. Вроде не так и темно. Подумалось о собаках. Если выпустят, жалко их будет. Но не должны, пока не уедут все. Скорее всего так. Сейф закрыл, ключ на месте. Отпечатков нет.
Он до совершенства довел, не оставляя за собой следов. Хотя кто здесь будет проверять отпечатки? Как говорил его учитель и тренер, ты боец, но не только боец, но и ученый. Мысль твоя должна работать молниеносно, по ходу действий, по обстоятельствам. И работает она у тебя правильно, раз выходишь сухим из воды. Алексею приятно это было слышать, но он знал, что во многом заслуга в этом не только его, а его родителей, то бишь наследственная, его деда, бывшего военная, с феноменальной памятью, знавшего 2 языка в совершенстве, и мог говорить и понимать восточные языки, но ушедшего почему-то с дороги своего призвания, как думали все, окопавшегося в таежной глухой деревушке и наслаждавшегося работой егеря и воспитанием внука. Хлопнула дверь. Алексей быстро отошел от окна, приник ухом к замочной скважине. Это была Лайма. Она что-то сказала, скорее всего тем, кто находится внизу, и пошла в сторону комнаты. Алексей слышал приближающиеся шаги. Быстро взял сумку, встал за ширму. А если вдруг она заблаготворит прилечь? Тогда он влип. Или придется прилечь с ней вместе? Усмехнулся. А как не хотелось грубо обращаться с женщиной, сдавливать нежные руки и рот скотчем, да и глушить придется. Дверь открылась, включился свет. Вот он где. Слышно было, как она набирает номер. Если оставить телефон, можно узнать, куда звонит. «Здравствуй, Володя», услышал Алексей. «Да, был Аслан. Сказал, что Арбеков не приедет, будет только через неделю. Да ты не беспокойся. Ты что? Что может с тобой случиться? Все будет нормально. За себя беспокойся. Что так? Не переживай, скоро едем. Да, все вместе. Встретимся уж там, милый, в Европе. Пока». И она захлопнула трубку. «С тобой, что бы ни случилось, идиот», услышал Алексей. Да, знал бы муженек, что творит его женушка. Она стояла на свету, отделяла только тюль и собранная тяжелая ширма. И легкий пеньюар, как длинная неплотная тканью платье, просвечивал насквозь, отвисевший напротив ее бра. И он не мог смотреть, видел только пространство вокруг ее. Ночной костюм сняла, наверное, в спальне, готовится ко сну. Никакого стеснения, в таком виде ходит. Опасная штучка. Значит, Аслан не Арбеков. Еще одно действующее лицо. И не низкого полета птица. Ну что ж, много интересного в этом доме. Но пора и честь знать. Хозяйка все еще не уходила. Стояла, о чем-то думала. А вдруг останется. Непонятные чувства боролись в душе Алексея, словно ему не хотелось, чтобы она уходила. Какой-то даже задор разлился по телу. Один шаг отделял его вдруг нахлынувшее безудержного желания выйти из-за ширмы. Он замер, что из силы напряг тело, впившись взглядом в просвечивающийся силуэт, стоявший напротив женщины. Но она вдруг зябко подернула плечами, взгляд ее стал испуганным и тревожным. Она вдруг начала смотреть по сторонам, быстро повернулась к двери. Дверь захлопнулась, шаги ее удалились. Фу, что это со мной? Вновь наступила тишина, нарушаемая отдаленными звуками голосов на первом этаже. Возвращался он напрямую. Вроде никого, сиганул вниз, выпустив сумку, мягко перекатился по траве и был уже на ногах.